Всем привет! Сегодня мы будем плести вот такой вот подносик с такой вот очаровательной косичкой. Поднос у меня из фанеры. Я взяла лазерные резки, заказала фанеру. Мне ее вырезали по нужному мне размеру. Сделали отверстие под мои трубочки. И теперь мы будем плести. Плетем мы так же, как и предыдущий ролик у меня был про лежанку. Там то же самое практически было, только фанера была побольше. Толщина фанерки у нас 6 мм. Мы подставляем 7 трубочек и седьмую трубочку первую заводим за шестую. Заводим за шестую, придерживаем все аккуратненько. И так мы проделываем по кругу. Можно подклеить хвостики клеем, чтобы они прилипали сразу к нашей фанерке. Я не подклеиваю, иногда подклеиваю. Это в принципе не столь важно. Если оно держится и без подклейки, можно не подклеивать. Кончики, если у вас сильно большие, значит обрезаем. Если они не ходят наружу, значит оставляем такие, как есть. Подгоняем. Желательно, чтобы наши вот эти хвостики, которые мы обрезали, держались перед нашими стоечками. Видите, перед отверстием я обрезаю, чтобы стоечка держала наш хвостик от предыдущей трубочки. Надеюсь, так понятнее. Мы оплетаем по кругу и заканчиваем наш валик на фанерном донышке. Теперь мы будем заканчивать наш круг валика. Мы также продолжаем плести, как и плели, без изменений. Просто наши последние хвостики мы должны будем спрятать под наш уже готовый валик. Предпоследний хвостик мы обрезаем немножко, чтобы он легко входил. Помогаем себе. Я помогаю отверточкой, вы помогаете, что у вас есть. Заводим и прячем его на свое место. То же самое мы проделываем и с последней трубочкой. Все сразу поправляйте, чтобы у вас ничего никуда не выходило, иначе потом будет это сделать сложно. Стоечки должны быть обязательно увлажнены. После чего мы их высушим и будем плести дальше. Все это прячем, наши хвостики аккуратно заводим, поправляем. Все поправили, все выровняли, просмотрели. А теперь мы приступаем к плетению. Я беру и плету веревочку из 3. Беру свои трубочки, подставляем и плетем веревочку из 3.
Проплела я свою веревочку из 3 и заканчиваем наш ряд. Как я всегда говорю, веревочки мы всегда заканчиваем ряд обязательно. Только если вы плетете большое количество рядов, тогда мы заканчиваем последний ряд. Если маленькое количество рядов, значит закрываем каждый ряд. Я обрезаю одну трубочку, она у меня лишняя, и плету веревочку из 2. Вы, в принципе, можете плести дальше тоже веревочку из 3, здесь без разницы. Но я решила сделать так. Всего у меня будет 6 рядов вверх и плюс загибка. Получается валик, потом 6 рядов веревочки и загибочка. После чего мы будем плести нашу косу. Наши стоечки, так как они уже высохли, а нам нужно плести загибку, поэтому я их под краном смочила. Потом одела в такой вот пакет, открывала постепенно, вот таким вот образом открывала постепенно свои стоечки и плела загибку розга. Розга из 3. Я ее не стала вам показывать, посмотрите, ссылка в правом углу на ее плетение, если кто-то не знает, как ее плести. Получился вот такой вот у нас уже поднос, уже довольно-таки симпатичный. Но мы решили плести дальше, значит будем плести дальше. Мы начинаем плести нашу косу. Коса у нас без дополнительных трубочек. Идею такой косы я взяла у Елены Гайнановой и Ольги Логиновой. Мне понравился такой вариант косы, и я решила показать его тоже вам. Для начала мы подставляем наши трубочки. Будут уже увлажненные трубочки мы подставляем, и уже я туда внутрь добавила нашу леску. Смотрите сами, на какое расстояние вы будете одевать свои трубочки. На каком расстоянии? У меня это расстояние, видите, через 1 получился стежок. Я продеваю в 2 сразу, чтобы крепко стояли, в 2 рядочка. Отступила 2 ряда сверху. И проделав 2 ряда сразу двойные стоечки. Как я и сказала, в трубочках уже присутствует леска. Если вы можете плести красивые косы без лески, значит объемные загибки, значит можно без лески делать. Это на ваше усмотрение. Я пока еще плету с леской. Одела коктейльные трубочки, чтобы у меня они не подсохли. Все сразу трубочки я не стала поддевать по периметру, так как они высыхают быстро. Теперь начинаем плести. Загибаем наши стоечки, так сказать. Аккуратно мы их загибаем вниз. Как видите, я подняла свой поднос на высоту, чтобы было удобнее плести. Загибаем пока мы только 3. После чего мы первую должны провести перед и за стоечку нашу. Оставляем небольшой промежуток для того, чтобы потом там можно было нам закончить нашу косу. Снимаем наши трубочки, они уже в принципе нам не нужны, они будут только мешаться. Я их пока еще не сняла, но сейчас я их тоже все поснимаю. Аккуратно все здесь проделываем. Плету первый раз, поэтому не судите строго. Такую косу я ни разу не плела. Продели под 3 стоячок и укладываем ее на 4, чтобы у нас было 4 трубочки друг на дружке. Теперь берем наш 2 стоячок, двойные трубочки, и заводим их под 4, под нашу вот эту 4. И укладываем на свое место. Теперь мы берем наши верхние 4, опускаем аккуратно вниз. Придерживаем. Сняли наши нижние трубочки. Теперь мы снимаем нашу стоечку. Заворачиваем ее вниз, убираем трубочки, чтобы не мешались, и у нас уже вверху, видите, 4 получится трубочки, та, которая зашла, и та, которая стоечки были. Теперь берем нижние и заводим под верхнюю, плетем косу, как обычную косу.
Мы их должны аккуратно завести под низ. Аккуратно все выравниваем, чтобы никуда ничего у нас не съезжало. И заводим под низ. Тут у меня небольшой глюк произошел, поэтому проскочила я маленький кусочек. Но принцип остается тот же самый. Верхние мы укладываем 4 штучки вниз. Наши короткие, которые остаются трубочки, остаются наверху. Мы с ними ничего не делаем. Видите, торчат лески из них. А те, что наши длинные трубочки, те оставляем. Аккуратно все поправляйте, чтобы у вас все шло параллельно. Сразу укладываем так, как нужно. Все подравниваем, выравниваем. Теперь берем наши нижние трубочки и поднимаем наверх. Продолжаем плести, загибаем наш стоячок. Теперь берем верхние. Сейчас я их выровняю. Опускаем вниз. Нижние поднимаем вверх. Перед нашим загнутым стоячком. Вот этим. Так как верхние уже сформированы 4. Опускаем вниз. Верхние формируем 4. Берем нижние. Поднимаем вверх. Смазываю водичкой, обычной водичкой, чтобы у нас трубочки были влажными. Они у меня уже начинают подсыхать, чтобы они хорошо гнулись. Берем дальше. Опускаем наш стоячок. На него уложили сразу трубочки, а верхние опускаем вниз. Нижние поднимаем наверх. Сразу опускаем стоячок и укладываем на него наши трубочки. Теперь опять вниз, наверх. Последний стоячок смоченный мой. Верхний вниз. Загнули стоячок. Трубочки 4 сформированы. Теперь я буду заканчивать наш ряд. Смотрите, мы подошли к первой нашей стоячку. Загибаем вниз. Здесь все просто, здесь все по узору. Загибаем наши нижние под наш первый стоячок. Просовываем туда. Аккуратно просовывайте, мне леска не дает хорошо протянуть. Поэтому буду помогать себе в некоторых местах отверточкой. Проделала 2, теперь еще 2. Все 4 трубочки мы должны туда просунуть. Просунули. Упала, подняли. Дальше. Теперь смотрите. Нижние наши трубочки мы также должны продеть в следующий наш стоячок. Видите, под стоячок. Вот сюда. Под первый мы уже продели, теперь под второй. То, что я говорила, мне леска не дает, застреет. Но мы ее все равно протянем. Все 4 трубочки мы продеваем в это место. Верхние пока не трогаем. Пока занимаемся только нижними. Если внимательно посмотрите, то здесь ничего сложного нет. Разобраться очень легко. Когда мы нижние хорошо положили, все сделали, теперь мы берем наши крайние левые 2. И смотрите, там уже 2 идет, и мы теперь рядом должны просунуть еще 2. Аккуратно протягиваем. Одну, следом вторую. Видите, они укладываются сразу на свое место. Было 2, стало 3, сейчас будет 4.
И получается наша коса. Аккуратно протянули. Все поправили. И теперь продолжаем дальше выводить их наверх. По ходу, видите, там 2 уже идет, как я и говорила. Теперь в это же место мы протягиваем еще наши трубочки. И там их оставляем. Сначала одну, потом вторую. Здесь главное, чтобы они у вас легли параллельно. Чтобы не ложились друг на дружку, а красиво, ровненько легли. Теперь берем то же самое, проделываем со второй парой. Также протягиваем. Там, где у нас было 2, должно стать 4. Сначала в одно место протянули, потом наверх протянули. Последняя пара укладывается точно так же. И на этом наша коса практически закончилась. Единственное, что нам останется, это обрезать наши торчащие кончики. Обрезать их можно покороче, только немного не перестарайтесь, чтобы они у вас не выскочили наружу. Я изначально хотела сделать немного другую косу. Там эти хвостики еще красиво можно загнуть. Но так как у меня не хватило длины, я не стала сильно заморачиваться и сделала так. Я их просто пообрезала. И думаю, что будет у меня еще изделие, в котором я покажу вам еще один вариант такой косы, но уже с загнутыми красиво хвостиками. Все это у нас еще будет впереди. Заканчиваем нашу косичку. Пока мы заканчиваем нашу косу, я хочу вам рассказать про свою школу, которую я открыла, онлайн-школа по плетению с нуля. Кому интересно, пишите мне в личные сообщения в любой из соцсетей, контакты можно посмотреть под любым роликом на YouTube. Пишите в личку «Хочу записаться в школу». Я вам вышлю подробности, вы их посмотрите и решите, нужна вам такая программа или нет. Мы там будем разбирать полностью все с нуля плетения. Также будут видеоконференции, на которых вы будете задавать свои вопросы, которые у вас будут возникать или уже имеются. Всего у нас 10 уроков, будет длиться курс месяц и 1 неделя, всего 5 недель. Вы остаетесь в моем чате школьном, в котором вы можете также держать связь со мной постоянно. Уроки у вас остаются навсегда, никуда они у вас не деваются. Они при вас навсегда. Ну а мы тем временем заканчиваем нашу косу. Еще хотела попросить вас, чтобы вы делились роликами, писали комментарии. Это также помогает развитию и поднятию канала, за что я вам буду очень благодарна. Если кто-то хочет помочь материально спонсировать канал, реквизиты под роликами есть. Как плести ручку, само плетение ручки я потом покажу. Ссылочку дам вам. А прикрепила я саму ручку взяла леску тоненькую рыболовную и пришила ее. Сейчас покажу на фотографиях, каким образом это было. А пока наша коса. Вот такая коса у нас получилась. Немного ее подровняли, примяли, все сделали как надо, выровняли. Особенно то место, которое у нас было окончанием и началом. Советую это место делать сбоку, а не на переднем плане. Вот так мы обрезаем наши полностью все трубочки и получаем нашу косу. Смотрите, вот здесь видно леска и как я подклеила клеем со всех сторон нашу ручку. С помощью лески она очень крепко держится и никуда не выдернется. В результате получилась вот такая вот чудесная у нас красота. Такой вот чудесный поднос. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, он не зря там его придумали.
Пользуйтесь этими возможностями, чтобы увидеть новый выпуск роликов. Всем творческих успехов и увидимся в новых роликах.